Я включаю свет на кухне. Тараканы, я сваливаю отсюда! Прикольно, если бы у тараканов были маленькие машинки. Заходишь на кухню, включаешь свет и слышишь кучу стартующих двигателей и визг шин со всех углов. Что я сделал полезного за июнь? Ну, зато ты сделал клевую стойку для больших белых листов. Видите, лист хорошо держится, мама тебя похвалит, чувак. Когда решил немного перекусить. Чувак, это не немного, лучше пригласи друзей или обожрешься, тебя на скорой увезут после такого пира. Как вам такой кинотеатр? Ха, ну да, классно. В кинотеатрах всегда неудобные кресла, на диванах-то всяко удобней. Так что я за. Пусть во всех кинотеатрах стоят диваны вместо кресел. Утварь! Утварь! Закройте, мне дует вообще-то. Как я ненавижу таких людей. Для всех портит поездку, всем душно и жарко, а ей одной дует. Нет, это не плакат к приезду Путина, это граффити. А прикольно, выглядит как плакат. Классное граффити, мне нравится. Угадай животное. Кто-то пишет, можно подсказку? Ну, за этим черным прямоугольником, конечно, может быть что угодно, но, по-моему, это дельфин, чувак. Так выглядит печалька. Черт, она заснула, и у нее пицца выпала из рук и из коробки. Представляете, как ей будет обидно, когда она проснется? Скакалка – это проверенный и быстрый способ похудения, если бить ею человека, который много жрет. Ха, полностью согласен. Относись ко всему проще. Еще проще, еще чуточку проще. Чувствуешь? Это сладкий запах пофигизма. Что это, шиповник? Да, это шипшина. А? Шипшина. Нет, шипшина. Нет, за что? Кто-то пишет, лол, половина россиян не поймут этот прикол, потому что они сами так пишут. Что? Что это? Почему? Где надпись? Как я должен... Что? Где смеяться? Я не могу картинку без надписи. Непонятно. Как? Где? Ты присоединишься к семье за ужином? Я. Ну а что, я же за столом, подумаешь, передо мной монитор. В следующий раз, когда родители позовут вас за стол, а вы играете в дотку, просто берите компьютер с собой за стол. Отличный лайфхак. Просят ввести логин и пароль. Вы нас за дураков держите? Кто вы такие, чтобы я свой логин и пароль вам давал? Дураков держите? Кто вы такие, чтобы я вам свой логин и пароль давал? Какой-то мужик говорит, может вам еще и ключи от квартиры, где деньги лежат? Ха! Сломай мозг. Как этот кран держится в воздухе? Это что, магия? Срочно пишите в комментарии, как по-вашему это работает. Старается изо всех сил. Эй, тетя, ты же сидишь на стуле, ты так вес не сбросишь. Посмотреть еще одну серию или лечь спать пораньше. На этой картинке мы видим семейную пару, видимо, мужа и жену, переживающую тяжелый и в то же время сильный момент в их общей истории – разрушение их общего дома. Я сказал, что это сильный момент вот почему. Безусловно, это душераздирающее зрелище, но мне почему-то кажется, что для этой явно уже не молодой пары этот момент станет напоминанием о том, что они команда, что они никогда друг друга не бросят, что они не одни во вселенной, что они есть друг у друга. Понимаете? Всегда. И в горе, и в радости они восстановят дом, и будет он еще краше, чем был. Им обязательно помогут дети. Это будет целый проект, осуществление которого принесет массу положительных эмоций всем, кто будет в нем участвовать. Не произошло ничего непоправимого. Вместе им все по силам. И это так прекрасно. Кто-то пишет, когда родители через неделю вернулись с дачи. Ха! Тебе не придется работать, если ты не человек. Ха! Хотел бы я быть ленивцем. Когда идешь по учительской. Когда на дезодоранте написано 24 часа, а ты выпил его за 8 минут. Я скорость. Вот такая мода мне нравится. Да, и мне тоже. Один негр говорит, можешь ходить по траве, когда ходишь по траве, когда куришь траву. А другой ему отвечает, спасибо, бро. Когда не можешь остановиться. Сюда еда. Слышь? Настоящая хижина в лесу. Я бы пожил в такой хижинке. Кстати, «Хижина в лесу» — клевый фильм. Пишите в комментарии, смотрели ли вы его. Он понял жизнь. Эй, чувак, не смывай себя в унитаз, это вредно для здоровья. Где-то в другом мире. Человек! Ха! Человек охотится на акул. Вот это прикол! Чиновник пожаловался президенту Кипра на слишком высокую зарплату. Кипрский чиновник Мариос Дроушиотис назвал неприемлемым получение денег за то, что он абсолютно ничего не делает. Нам бы таких чиновников, может, люди бы жили лучше. Согласны? Пишите в комментариях, согласны ли вы со мной. На этом, пожалуй, и закончим. Спасибо за просмотр, друзья. Всем хорошего настроения. Не забывайте подписываться, ставить лайк, жмите колокольчик. И до новых встреч. Пока!